Я вчера рассказывал утром это. Шрила Прабхупада explaining Шрила that Прабхупада объясняет, although people attend Kumbh Mela люди посещают with the idea of getting Кумбамелу liberated, в it's смысле, not necessarily so, чтобы освободиться. even though it's said in Это Shastra не that факт, one что они получат is освобождение. liberated by Хотя bathing говорится в шастрах, что at a человек particular place at получит that particular освобождение, time, but Srila омывшись Prabhupada в said that определенном the месте в door определенное of время. liberation is open, but you still have to go through it. Шрила Прабхупада говорит, да, дверь освобождения открыта, но надо еще пройти. Ворота в рай открыты. Если кшатрии сражаются, и они достигают успеха, тогда они наслаждаются землей. Если они сражаются за дарму. Если им погибают на поле битвы, тогда они отправляются на сваргу. Так что, с одной стороны, умереть даже еще лучше. Мы отправляемся на сваргу. Потому что на земле можно совершить какую-то неблагочестивую деятельность тоже. Также есть сходная вещь в Южной Индии. На Вайкунтха Экадаши ворота открыты, в Шри-Ранге открываются ворота на Вайкунтху. Мы можем пройти через нее и попасть на Вайкунтху. В тот день столько людей отправляются. Просто будучи в Шри-Рангаме, мы уже находимся на Вайкунтхе. Coming into the presence of the Lord, is that not enough to go to Vaikuntha? It depends on one's attitude. Оказываемся на Вайкунтхе. Это зависит от того настроения. Certain people who are referred to in the press in India, in the English editions, as minority community. Certain members of that minority community came to Sri Rangam some centuries ago and devastated and destroyed everything. Одна группа людей пришла в Шри-Рангам и они пытались разрушить храм. Они не получили освобождения. So one has the opportunity, у человека есть возможность освободиться, и это в его руках сделать это, но все же человек должен желать отправиться. Может быть, у человека может быть, могут быть все возможности отправиться на Вайкунтху, но у него нет желания. His wife was opposed to his Krishna consciousness. So at the last stage, when he had to go to the spiritual world, and the vehicle came to take him, he offered to take his wife also, even though she wasn't Krishna, but she didn't want to go. So she didn't go. She had all opportunity to go. ISKCON Calcutta, 1970s. В Калькутте, в Исконе в 70-х годах. What about 78, 79? 78 или 9. Мы наняли двух бухгалтеров. And sit in the old system, sit on the Они сидели гаудия there, cross-legged. Everyone did. In the cloth shops, it would be like that. Everyone. And sit there and they do everything handwritten in those days. Das was one and Das Gupta was the other. Das и Das Gupta. Typical Bengali kayastas. So they came every day. When they came in the temple, они каждый день приходили, предлагали and do pranam to Radha Govinda. Пранамы. And sit on the garden, do their work. И делали свою работу. Pleasant people, but no interest in Krishna. Благочестивые люди, но у них не было интереса в сознании Кришны.
And during that, they'd work diligently during their working hours, and during their lunch break, they'd talk all nonsense among themselves. No interest in Krishna. Full opportunity. Но не интересовало сознание Кришны, хотя у них были все возможности практиковать. И однажды один отправился на Ганга-сагар-мелу. Сотни автобусов в тот день шли туда, из Калькутты к Ганга-сагаре. На следующий день он пришел очень счастливый. Сейчас я освобожден. Мне ничего не нужно делать. Он совершил омовение в Ганга-сагаре в определенный день, и все, сейчас я освобожден. Каждый день у него есть возможность быть в сознании Кришны, но ему не интересно. So I guess he'll go on at home. No doubt he ate fish, being a typical Bengali. Ну и будучи типичным бенгале, он продолжил есть рыбу. Now I'm liberated. И я освобожден. He had faith. У него была вера в то, что он освобожден, но he had tirtha buddhi salele. He was in that category. Он был в этой категории. The whole thing is to take a bath. It's stated in Shastra, which is why people go. They have faith. You go there to Gangasagar, you go on that day, take a bath, принимают омовение там в определенный день и освобождаются. Но на самом деле, это говорится в Шастре, но на самом деле надо слушать саду. Если саду там есть. Не купающийся саду. So we can see how much need there is for actual preaching. Мы можем видеть, насколько необходимо проповедовать послание. ISKCON has established centers in various ISKCON holy places in India. Srila Prabhupada's основал много храмов в Дамах, святых What was the reason that he established that Шрила temple? Прабхупада I mean, there основал may be храм many reasons, but во one Вриндаване. particular Зачем? reason he wrote in a Это purport to причина. Sri Chaitanya Charitamrita. Он написал это в комментарии к Шри Чайтанье Чаритамрите. Anyone remember? To show Чтобы показать, that Gauranitai что are Гаура Krishna Нитай Balaram. являются Кришна Баларам, они не отличны. To demonstrate this. There are other reasons he gave also, Также that the другие elderly причины, people of the world can come чтобы пожилые and люди могли One of the reasons he жить wanted там. to preach to И также the он хотел people of Vrindavan проповедовать by людям showing Вриндавана, actually how показав им, как devotional service на should be самом деле performed. And преданное that's служение должно выполняться. И it's had its effect. это имеет The standard of deity worship at Krishna Balaram стандарт поклонения Temple, божествам в Кришна Баларам lectures, so-called, мандире, is clearly far higher than выполняется млечхами, what можно was сказать. going on in many temples. Этот стандарт намного выше, чем в других With храмах, most temples, let's say. в большинстве храмов And so, Вриндавана. as Smita Krishna, not Smita Krishna, Smara Hari Прабху, он живет во Вриндаване, жил во Вриндаване в 70-х годах. Then he was back in Britain, И он вернулся в where he Британию. came from. And then after some many years he again came back. И потом он снова He вернулся. met some of the people he knew from those days. И он встретился с людьми, с Госвами, которых он знал. И один из них сказал: Прабхупада заставил нас улучшить наше поклонение божествам. Нам было стыдно. Это было обычно в Вриндаване и в других местах. Храмы грязные, божества в старых грязных одеждах. Шрила Прабхупада поднял стандарты поклонения божествам. И это все настроение преданности изменилось. Есть книга Хари Кришна в Индии. Он говорит в основном о Исконе во Вриндаване.
One of the comments he made, the effect of ISKCON in он описал Vrindavan, was that эффект among the Искона во residents Вриндаване, of Vrindavan, что I'm talking about the people who are среди жителей Вриндавана, я имею в виду тех, кто родился там, there are many who come есть and много become a resident людей, которые by приезжают choice, but туда those who и are born становятся there. жителями. Just like the merchant community is an как important торговцы, part of the people сословие are born торговца. and raised in Vrindavan. Они So he said among these kind of people, родились во Вриндаване. a marked effect of the presence of ISKCON is that among them it's Значимый эффект prestigious. Искона. Subtly, it's not that people go around boasting, but it's become prestigious to be devotional. Что стало престижно быть apart from your doing your business, you also chant with a mala, бизнес и также вести бизнес и также получить инициацию от Вайшнава Гуру и повторять на четках. Это престижно. Шрила Прабхупада хотел проповедовать и возродить естественное сознание Кришны. Functional ISKCON centers at holy places, not only in the city, действующие храмы Искон в важных святых местах. Несколько. In Vrindavan, in Mayapur, he wanted to do in Puri, he wanted to do in Kurukshetra, and there are so many holy places. We could have temples everywhere, every town and village. So yesterday I spoke about Tirthas, which descend from the higher worlds, снисходят с высших миров на землю, that are recovered from the sea, that manifest from the earth, or from the mountains, из земли или открываются в море, или выходят из горы, или которые пришли сами. Например, Ранганатха Свами, он отправился из Айодхи в Шри-Рангам, и он остановился там, и никогда не сдвинулся с места, хотя определенная группа атаковала храм, тогда его спрятали в другом месте. Но изначальная форма была спрятана. Различными способами Господь проявляет свои формы. Кавери, полубоги, они проявляют себя так или иначе. Он делает это по своей милости. Еще другой путь, как они тиртхи появляются. Они не сами появляются, а кто по просьбе. The essence of a Tirtha, Krishna's name is Tirthaka, who makes Tirthas, but another name for him is Tirtha. He himself is the means by which one crosses over the Он сам по себе средство для того, чтобы пересечь океан материального существования. И суть всех тиртх — это его присутствие. Как пересечь этот океан материального существования, кроме как не по его милости? И может снизойти по просьбе своих преданных. И кроме святых мест существуют рукотворные святые места. Например, цари, они были самые богатые люди. От них ожидалось, особенно от больших правителей, влиятельных правителей, ожидалось, что они
они используют это богатство, которое они собирают налоги. И, конечно, они могут еще грабить здесь и там. Но в основном, получая подарки от других царей, собирая налоги, они должны отдать это обратно материальным образом. Они раздают богатство браманам, другим шудрам. Какой-нибудь религиозный праздник, они раздают одежду шудрам. Во время нужды, у них есть запас зерна, и они раздают его. Например, если неурожайный год. Но так как это общество варнаши, царь является представителем Бога. Он поддерживает людей физически и также помогает им развиваться религиозно. Один способ — это проводить большие яги. Все усилия общества, они использованы. Все сословия общества, включая шудру. Например, им нужно сделать посуду, работать в поле, чтобы вырастить зерно, столько всего. Им нужно построить арену для жертвоприношений, служить гостям. Каждый участвовал в этом. И вайшнавы участвовали. Вайши, они давали ги и зерно. Кшатри, они организовали других царей. И браманы, они проводили яги. Все сословия, они участвовали в поклонении Богу. Другой путь — это построить храм. Это мост в высший мир. В храме человек должен чувствовать, получить опыт высшей платформы сознания. Это не какой-то музей. На Западе, в некоторых церквях, люди берут гида, и он объясняет им вот это, что значит, какая история. И у них есть любопытство людей это увидеть. Но храмы и церкви, они, особенно большие значимые храмы, не как, например, в деревне какой-то маленький храмик. Кто-то приходит раз в день и поклоняется, там проводит пуджу. Это тоже храм или домашний храм внутри дома. Но мы говорим о больших, значимых храмах. Весь смысл в том, чтобы создать религиозную атмосферу. И когда люди приходят туда, они должны чувствовать это. Например, на автостанции есть тоже настроение, это путешествие, каждый едет в свое место. Если мы идем в школу, каждый приходит туда для того, чтобы получить образование. Если мы отправляемся на рынок, чувствую, как когда мы отправляемся на рынок, у нас тоже есть такое чувство, вся атмосфера там пронизана торговлей. Stock traders, and brokers and all this. So that's a very intense, stressful move. So in the temple also, we don't expect to go in the temple and it has a commercial mood.
от нас не ожидается, что если мы придем в храм, у нас будет настроение коммерческое. Люди приходят и их там просят подать пожертвования. Они не чувствуют себя комфортно там. Когда мы отправляемся в школу, and we expect to be reciprocated by that. We go to the у нас bazaar. есть определенное настроение, мы пытаемся. We speak with the person selling vegetables, and we don't expect them to get up and do jugglery tricks. You may go чтобы купить что-то, торговаться. You may go to some entertainment show for that, but you went to the bazaar for a certain purpose, which is to buy vegetables, and the vendor, he talks in a certain way, and мы разговариваем определенным образом. Всем понятно, как вести себя. Когда мы отправляемся в храм, spiritual atmosphere. Проникнуться духовной атмосферой должны. So it's not just the building, although the way the temple is built also contributes to that. That's why in Vastu Shastra, how to construct a temple. Как строить храм по Васту Шастре, есть целая наука. Even the churches in the Western world, there are various styles of architecture at different periods and different places, but they're distinct from other buildings. Они четко отличаются от других зданий. Here in India, in the Vallabh Sampradaya, they have the Haveli. Haveli just means Валлабха Сампрадай есть Хавели, это просто дом. Like that. From outside, they may not look any different to any other house. So the idea behind it, one thing is, it's Nandalai. It's a house, Nanda Maharaja's house, because they treat Krishna as the son of Nanda, as a boy, young boy. They have that one. And it's also said he was built like they were built like that because many of them were built during times of persecution by a certain minority community, that if they'd seen temples, из-за преследования определенного слоев общества, if they saw temples, their favorite sport was destroying temples. Они любили разрушать храмы, чтобы But избежать in general, the temple has a distinctive appearance, когда мы отправляемся, обычно есть определенный дизайн, архитектура храма. Храм не выглядит как офис или торговый центр, или жилплощадь. Мы не чувствуем таким образом. Но из-за необходимости на Западе Шрила Прабхупада он превращал или заставлял своих учеников здания, которые были построены для других целей, превращать их в храмы, храмы Кришны. Первый храм, там не было поклонения божествам, но первые здания Международного общества Сознания Кришны было переделано из магазинчика в Нью-Йорке. В ранние дни Искона у Шрила Прабхупады был план. Он пытался построить храм в индийском стиле в Нью-Йорке. Еще перед тем, как у него были последователи. Был один торговец, он был готов дать денег, он был в Индии, но правительство Индии правительство Индии не позволило отправить деньги за пределы Индии. Все было под контролем правительства. Сейчас Индия изменилась. Деньги сейчас идут. В то время очень слабая экономика была, и очень много вещей импортировалось.
Его изначальный план был построить храм. Перед тем, как он основал движение, Падмапад Сингали, это имя этого торговца. Также попросил Сумати Мараджи, но они не могли это помочь из-за правил правительства. Шрила Прабхупада наставлял своих учеников покупать издания церквей. В то время христианство было в упадке, и много церквей, которые не окупались, потому что немного людей приходило, и, может, даже не было людей, священнослужителей, которые могли проводить службы. И Шрила Прабхупада в нескольких местах, в Лос-Анджелесе, это был первый. На самом деле, в Лос-Анджелесе там была церковь, там были скамейки для людей, прихожан, чтобы обычные люди могли прийти сидеть. And Prabhupada wanted to keep that. He thought that would be very good. You can invite people to come and they can hear the message without having to sit on the floor, which, especially at that time in America, was very foreign to people. And up to the present time, it's a very informal thing to do. That if you're going to sit with someone for business or anything formal, any government office, you don't sit on the floor. Сидеть на полу — это значит неформальная обстановка. Мы не можем сидеть с чиновниками или с партнерами на полу. Так, Шрила Прабхупада наставил the spectacular Fisher Mansion in Detroit, in Philadelphia also. В Детройте и Филадельфии large residential house. Большие жилые здания. But the design of temples, which are custom-built temples, they're built for the purpose of being a temple from scratch, храм построенный согласно обычаям. They have their particular design, although у них есть определенная архитектура. Some people have tried to make a конечно, некоторые люди пытались сделать смесь древней и современной архитектуры. Но Васту-шастра дает описание, как строить большие храмы, чтобы привлечь людей. И люди даже могут приходить издалека. Regular Tirtha or ancient Tirthas, towns, древние Тиртхи, дамы, места паломничества, они известные места для посещения паломников. Many of the major holy places многие из that are still, or major temples that are still in operation, because of course many of the major holy places in North India were destroyed by a certain minority community, members of a certain места были minority разрушены определенной группой людей. So that at Ayodhya, Varanasi, Mathura, and possibly thousands of other places also, возможно, тысячи many других мест. Множество храмов было разрушено. Здесь, в Южной Индии, scourge didn't affect. So still there are many. People who come from North India and see the temples of South India, they're often surprised. Oh, such big temples. But there used to be in North India also. И они очень удивляются. Но в Северной Индии тоже были огромные храмы. And even just like at Somnath, the temple was rebuilt several times, and after some time
несколько раз I перестраивали suppose they храм. thought that, well, there's no use to build a big temple again В конце концов решили, что нет смысла строить большой members of храм, a certain minority community will потому что again come and определенная destroy it. группа And even the общества present опять придет и one that was разрушит built их. shortly after India's political independence, not a very big temple, but Но previously в they used to конце have very концов big temples in построили North India also. такой храм после того, как Индия But получила независимость. Но раньше here храм in был South намного India we больше. find that В Южной Индии мы можем увидеть, что the major главные big temples, храмы, they're at already established holy places. они уже святые места. Srirangam Шрирангам was a holy place before the present temple was built. Перед тем, как настоящий храм построили. Same, so many. Chidambaram, Rameshwaram, Kanyakumari. There are so many of them. И другие, So столько их. the temples were built, Храмы были построены, and that becomes a focal point for people и who это стало поворотным visit моментом для that людей, place. чтобы они стали посещать их. And of course, in Kumbakonam, there's not one temple. Там нет даже одного There's храма. several. Kanchipuram also, there are Там не один храм, там их two main множество. temples. В Канчипурам Shiva несколько temple, основных Vishnu храмов. There are many, Шивы and in any holy place there'll be и so. в In any любом place in святом India месте, there'll в be so любом many месте temples. Индии столько храмов. But the prominent temples, they Но become a главные focal храмы point значимые, for pilgrims они when they остаются объектом паломничества. It's like in Varanasi, Например, в before the Варанаси, temple даже перед was тем, как the present temples or the temples that were destroyed of Bindu Madhava and Индумадова храм был разрушен, Vishwanath. Still, people don't come only for that. люди приходят только посетить Primarily for их bathing in the Ganga, и мыться в Ганге. but then visit to the Vishwanath temple, Vishveshwar, as it's Вишвешвар, called он in известен. So that's a must. Это обязательно. So several Там temples посещаем have been Варанаси. built in course of Несколько time. раз And in Varanasi there are so перестраивали. many Shiva temples. В Варанаси находится So очень many. много храмов Господа Шивы. But that one is still the center. So the И они до сих пор привлекают людей. building of temples is generally in places which are already holy places. В местах, где But then эти места if уже a святые места. king establishes a city, definitely Царь, he's going to build a он, big temple also. когда основывает город, определенно он Nowadays, построит и храм. the kings aren't there and they aren't building, so temples are built by institutions, Сейчас, especially ISKCON is конечно, famous сейчас in уже нет царей, India for temple building more than any other society. храмы ISKCON строятся в is городах well определенными known for that, and we организациями. solicit donations from mostly from merchants, from the general public. И обычные люди, и особенно торговцы, они дают деньги на постройку. Yeah, they may build it in some places, like at Hampi. Кампи. And probably there was something holy there before, because wherever you go in India, there's always something было holy что-то not too far святое away. там. But Раньше в Индии везде были святые места, далеко не надо ходить. because it's required that people, Необходимо, чтобы люди they have to go to temples. шли в храмы. They may go to Tirthas on Они some могут special отправляться в occasion, Тиртхи but so they can по regularly особым visit. случаям, но им нужно Then big temples are постоянно required. посещать. And in Большие the храмы holy необходимы. places, В святых big temples местах are большие constructed. храмы That's the king's duty to do so, and it's царями. also Это долг царя. a sign of his Это power and glory. Таким образом он может показать свою славу, That свою he may be remembered for чтобы его building a big помнили temple, and за at the постройку same большого time, храма. И в то же время that is a great act of piety это on the также king благочестивый to поступок. build such a temple, and it also gives economic stimulus. И также экономика So many people are развивается. employed in the construction, and Столько afterwards людей so many нанимают, people are чтобы employed in на the постройку. maintenance, the day-to-day И running также, of the чтобы temple. поддерживать Not этот only, of храм, course, brahmanas, but so many браманы, но не others, and только. that's
here in South India, здесь, в that's Южной very much a Индии, part of the temple communities surrounding есть the целые temples. храмовые Everyone has their role to общества. play. The Вокруг храма brahmanas have a role to браманы, play, and then у the них своя shudras have роль, a у role шудр to play. Everyone in своя the роль, rituals also. даже в ритуалах. So it gives, building a temple Постройка храма дает gives a spiritual dimension to the whole society, and it's also a very good way for even from the political point of view. And of course, I'm not saying the kings did it solely out of selfish motives, but it's all interlinked because they can unite the people in service to God. And we know that at Tiruvananthapuram, Anantapadmanabha temple, the kings who built that temple and the kings who oversaw the running of that temple for generations, they were not kings. How is that? Because the whole kingdom was belonging to the Lord. And just we're just servants. We're administrating on His behalf. Same thing in Jaipur. The kings, they built the temple, and it's like Bharat with Sri Ram. That he's officially the king, but he's administrating on behalf. The real king is Rama. So in the same way, the kings, although they ruled with opulence and power, they presented themselves and they felt themselves to be servants of the Lord, as are everyone else in the kingdom. It's not that everyone in the kingdom is here to serve me, but I am here to, I have got this role by my previous activities, in previous lives. I have been born in this situation where I have to serve the Lord as a king. And someone else has been born in the situation where he's taken birth as a Brahmana, he has to serve as a Brahmana. Someone else is born as, due to his previous activities, born in the family of a Shudra. So it's all, the understanding is we're all here to serve the Lord. And the temple gives facility for everyone to do that. For everyone to serve the Lord by their work, and the feeling is there. Also that we're all, it's not that there's some big king out there exploiting us, but he also feels himself to be a servant, and he brings everyone in that mood, and then that unites the whole society. And this Srila Prabhupada also, he so many times he gave this idea how the whole of human society can be united in Krishna consciousness. Сознание Кришны. That everyone, what is that? That Eko Shastram Devaki Putra Gitam, Eko Mantras Tasya Nama, I missed one line, what is it? Eko Deva, Devaki Putra Eva, Eko Mantras Tasya Namani Yani Kamapyekam Tasya Devasya Seva. So everyone chants the same mantra. One Shastra, Bhagavad Gita. And Srila Prabhupada, in his summarizing his introduction to Bhagavad Gita, he, quoting this verse, he said, let there be one God for the whole world, Krishna. Let there be one Shastra, Bhagavad Gita. Let there be one mantra, the Hare Krishna mantra. Let there be one work, service to the Lord. So the idea that everyone's work, if it's centered on Krishna, если все сосредоточено на Кришне, тогда это принесет мир и гармонию в so человеческое общество. Is built like that, a focus where everyone, и храм построен для того, чтобы сфокусироваться поставить в центр Кришну. И, конечно, храм Господа Шивы, все. Если у людей есть концепция, что Шива верховный. So that conception, it very much brings everyone together. That was very much a feature, as I remember, when I was first admitted in this movement in 1975 in London, just outside London.
Radha Gokulananda, Радха Гокулананда devotees храм. would speak like this and feel like this, that we're all Преданные here to чувствовали и serve разговаривали Radha так. Мы Gokulananda. все Very здесь, чтобы pronounced in the служить Радхе central London Гокулананде. temple for the service of Radha Landanishvara. Everything, the consciousness was very strong. Сознание We're было all очень here сильным. Мы conjointly to здесь, serve чтобы все вместе Radha and Krishna. служить Радхе And и then Кришне. everything we do, И все, что мы делаем, all the service, it's все connected to служение Krishna, связано с Кришной. consciously connected to this Krishna, Мы сознательно not some Krishna somewhere. все делаем для Tad-Vishnu Кришны. Paramam Padam. We're looking up there. Не то, что мы там But this смотрим Krishna, куда-то just here, вверх, this Krishna, здесь, we're all этот serving him Кришна, мы together. ему So служим. that gave a great sense of Это unity приносило чувство and единства, purpose and Krishna consciousness. целеустремленность So и that's, сознание Кришны. The consciousness that will carry us from this world to another world, and that's why Это сознание перенесет building нас из этого мира temples в and духовный inviting the мир. Lord, Мы He doesn't have to построим come, храм и not приглашаем obliged to Господа. come, but He Господь не kindly обязан приходить, comes но Он to accept our милостиво приходит, worship if чтобы we are принять eager to наше serve Him. поклонение, потому что And мы рады in this служить way, Ему. establishing temples И which таким act as образом tirthas by which people храмы, can они cross действуют как тиртхи, from this с world помощью to the которого мы spiritual можем world, or even entering them if пересечь the океаны, atmosphere из is материального such. в духовный попасть. Then we feel, and actually that atmosphere should be there. When we enter a temple, we should Когда feel мы it's very входим в different. храм, I've мы entered the должны чувствовать себя spiritual по-другому. world. Я вошел в So духовный мир. wonderful. Так замечательно. Oh, so nice. My own experience, first time in this lifetime В entering моей жизни только один Krishna's раз temple, я Bhактиведанта-мэнор, it was испытал, around this time of year, 1975. когда я в 75-м году And even пришел before I первый entered раз the в храм temple, the Бхактиведанта-мэнор. smell of incense pervading the whole building. Первое, что я почувствовал, это запах After some time after I was living there, I didn't even notice благовоний. it. But when I first went there, oh, such a Все было nice smell. пронизано этим And then запахом. go inside and see beautiful pictures of внутрь, Krishna. и You мы don't see можем that увидеть here in India. You may see, but красивую I never see. And then happy devotees and just счастливые everything. The преданные. whole experience Весь этот is опыт, something divine, это and we feel духовное, transported to the spiritual world. божественное. So that atmosphere, then we feel already we're in the перемещаемся spiritual в world. духовный Then мир, what are we talking about? Crossing over? We're already there. И там уже нет If we речи о can том, чтобы пересекать, align мы уже our там, consciousness with если the мы atmosphere in the наше temple. So for this reason, сознание, оно находится в the гармонии kings, they с do настроением great храма. service by Итак, цари, building они temples. служили Богу, строя храмы. Hare Krishna. It's quite apt for all of you building a temple here, huh? Such a discussion to keep in context and hopefully enthusiasm. Для вас мы строим храм, Enthusiasm. чтобы поддерживать энтузиазм, Go on with that project. чтобы продолжать развивать этот проект. What is that? Sri Bhakti Kalo Sri Bhakti Marge Koti Kantakaruta. In Kali Yuga, on the path of devotion, На пути преданности, it's blocked by thousands of thorns. So путь преданности устлан с you could never тысячами expect that the колючек. construction will be all shut down for Мы не 6 могли weeks. ожидать, что Now it's shut down. строительство So приостановится many things. на 6 недель. But there's a solution to that also. Но The есть solution решение is the этому. lotus feet of Lord Chaitanya. Это лотосная стопа Господа Чайтаньи. Otherwise, it's impossible, Иначе невозможно, unimaginable. невозможно себе представить. That Mukam karoti vachalang pangung langhayate girim yat kripa tamahang bande Sri Chaitanya Maheshwaram. That's one version of that prayer. That by the mercy of По Chaitanya милости Чайтаньи Mahaprabhu, the Махапрабху, Supreme Lord, the Supreme Верховный Controller, Господь, Верховный Контролирующий, dumb man can speak poetry. A lame man даже can обычный cross over человек mountains.
по Его милости может пересечь unknown person горы. can come to some largely unknown town in South India from an unknown country, Croatia, and build a magnificent temple. Приехал из известной страны в Южную Индию и построил удивительный храм. Когда в детстве ты не мог даже себе представить, что будешь делать это. Это все по милости Чайтаньи Махапрабху. Никакая надежда. Нет надежды в этом материальном мире, кроме лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.